Здравствуйте! Сегодня мы расскажем вам об орехе, который россиянам практически не знаком, но хорошо известен газированный напиток, в состав которого он когда-то входил. Речь пойдет об орехе кола. Этот орех представляет собой семена африканского дерева кола, высушенные и обработанные специальным образом. Поскольку деревья кола не растут в умеренных широтах, купить целебный орех в России можно лишь в специализированных магазинах. На сегодняшний день название ореха кола знакомо, пожалуй, каждому цивилизованному жителю нашей планеты, так как именно благодаря этому растению на свет появились популярные пепси-кола и кока-кола. Именно экстракт ореха придавал напитку сладость и тонизирующий эффект. Конечно, современные производители этих напитков полностью заменили природный компонент, орех кола, на химический эквивалент. Компании-производителю пришлось отказаться от использования ореха. Во-первых, возникали трудности с транспортировкой, во-вторых, стоимость продукта была столь высока, что влияла на цену готового напитка. Поэтому на смену кола пришел сахар, химические консерванты и другие достижения гастрономической промышленности. Сегодня попробовать настоящий бодрящий вкус ореха удастся разве что в плитке шоколада. Из этого ореха делают энергетические напитки и таблетки, специальный шоколад для людей, чья профессиональная деятельность связана с повышенными физическими нагрузками. Для спортсменов, геологов, альпинистов, летчиков и других. Он прекрасно тонизирует и бодрит, повышает выносливость организма и ускоряет процессы восстановления, позитивно влияет на функционирование мозга и всей нервной системы. История применения ореха кола такая же древняя и богатая, как у чая и кофе. Некоторые специалисты утверждают, что плоды колы по своим свойствам напоминают какао-бобы. Орех кола начал распространяться по планете с западных берегов Африки. Именно эта территория считается его родиной. В процессе порабощения африканских народов американскими поселенцами этот орех быстро распространился по Америке, где основную рабочую силу составляли выходцы с территорий, расположенных по берегам Конго. Прижившись в Америке, этот тонизирующий орех стали культивировать в других регионах мира с влажным тропическим климатом. В Индии, Шри-Ланке, Сейшелах, ряде территорий Океании и в колониальной Африке. В промышленных масштабах кола сегодня выращивается в Гвинее, там разведены плантации, где за орехом осуществляют тщательный уход. Его выращивают и другие страны Африки. Так, ежегодное производство в Нигерии составляет 100 тысяч тонн орехов, а в Кот-д'Ивуаре 30 тысяч тонн. К наиболее крупным производителям колы относятся также Гана, Сьерра-Леоне и Либерия. Для этих стран кола является одной из наиболее доходных культур и важным продуктом экспорта. Лучшим считается продукт, выращенный в регионах его происхождения – Нигерии, Камеруне, Бенине и Конго. Качественный товар поставляют также плантации Индии и Шри-Ланки. Впервые это растение были замечены европейцами, совершавшими путешествие по Африке. Они были поражены его бодрящими свойствами, и слава о чудо-растении, которое таинственным образом утоляет голод, придает сил, прогоняет усталость, разрослась по всему миру. Надо сказать, что эффект препаратов на основе ореха колы проявляется не сразу, но его действие длится дольше. В течение многих лет в Европе считали рассказы о магических свойствах ореха колониальными сказками и серьезно отнеслись к данному плоду лишь после того, как полковник французской армии в своем рапорте начальству подробно описал свойства плода. Он сообщал, что при восхождении на гору Канга ел порошок из истолченного ореха, что помогло ему двигаться без усталости 12 часов. Этот факт и послужил толчком к изучению необыкновенного растения. Западноафриканские народы используют плоды кола нитида во время религиозных обрядов и свадеб, праздников урожая и похорон. Гостю, входящему в дом, обязательно преподносят горсть орешков. Считается, что продукт помогает общаться с богами и духами предков. Жрецы местных культов называют плод кола королем всех семян. Со временем английские моряки стали возить по разным странам этот орех. О нем также узнали на Востоке. Европейцам настолько понравились эти орехи, что они начали выращивать это растение на территориях своих колоний. К примеру, массовое выращивание дерева кола на Яве произошло благодаря голландцам, а в Камеруне – благодаря немцам. Таким образом, прошло менее 100 лет с момента знакомства с орехом кола европейцев до времени его активного использования. Как уже сказано, орех кола приходится дальним родственникам какао, хотя по внешнему виду они практически не похожи друг на друга. Наиболее ценным видом рода кола нитида является кола блестящая, которая растет в Западной Африке, точнее в ее экваториальной части. Кола блестящая – это вечно зеленое дерево, высота которого достигает 15-20 метров, имеет крупные листья. Внешне дерево колы имеет сходство с шоколадным деревом, по классификации растений они состоят в близком родстве.
Листья у дерева вытянутые, кожистые, с темными прожилками, собранные на концах веток в розетке по 5 штук. Продолговатые листья в ходе развития приобретают форму эллипса. Цветки у этого растения колокольчатые и мелкие. Цветут деревья на протяжении всего года и даже в сезон тропических ливней. На их месте образуются завязи, из которых на протяжении 7-8 месяцев развиваются и созревают крупные, до 3 кг весом плоды. Формируются мелкие цветки в форме колокольчика. Собранные из 5 лепестков бутоны имеют желтую окраску с 3 красными прожилками. Они собираются в метелки, внутри которых позже развивается семечко. Эту семечку и называют орехом кола. Плодоносить дерево начинает с 6-10 года, и плоды дает на протяжении 50-60 лет, иногда и более. По мере созревания кожура плода окрашивается в красновато-коричневый цвет и трескается. Плод представляет собой деревянистый или кожистый орешек, который защищен 5 плодолистиками. Плоды вырастают крупные и при созревании растрескиваются. Они имеют до 6 штук красных или белых очень крупных семян, длина которых 5 см, а ширина 3 см. Семена без эндоспермы, с красно-бурой, пергаментовидной голой оболочкой, заключающей один крупный зародыш. Основную массу семян составляют 3-4 мясистые, плоско-выпуклые семядоли зародыша, имеющие пурпуровую, розовую, кремовую или почти белую окраску. Но разнообразие оттенков скрывается за плотными коричневыми створками ореха, которые защищают семечки от пагубного воздействия внешней среды. С одного дерева за один урожай можно собрать 45 кг плодов. Размер кола немного превышает размер привычного нам грецкого ореха. Кушают ядра также и свежими, и сушеными. Их медленно разжевывают, смакуя неповторимый вкус, но мякоть не глотают, а выплевывают. Так делают на родине произрастания растения. Те, кому не пришелся по душе слишком горький вкус ореха, могут использовать его для приготовления тонизирующего чая. Ингредиенты ореха быстро утоляют голод и повышают общий тонус организма, добавляя силы и бодрости. Средний размер стандартной дозировки орехов кола для человека составляет от 1 до 6 граммов по 3 раза в сутки. После снятия их с деревьев, кожура плодов разрезается, и из нее извлекают незрелые орехи. Они подвергаются специальному процессу ферментации, длящемуся 5 дней. После этого орехи высушиваются и могут храниться в таком состоянии довольно долго. Чтобы внешняя оболочка лучше отделилась от орехов кола, их нужно замачивать в воде на сутки. Также можно высушивать плод на протяжении недели, и тогда орех отделится самостоятельно. После этого ядра кола достаточно лишь помыть перед дополнительной обработкой. Чаще всего орехи кола высушивают на солнце для уменьшения горчащей нотки во вкусе. Однако некоторые виды белых и красных зерен можно употреблять даже свежесобранными, чтобы привнести в напиток или готовое блюдо некоторую пикантность. Только семядоли этого растения представляют собой ценное сырье для приготовления лекарственных средств. Заготавливают их еще до того, как плоды колы блестящие созреют и растрескаются, то есть заготавливаются незрелые плоды. Орехи колы можно собирать механически или вручную, ощипывая их с ветки дерева. Чтобы ценные орехи не разбивались при падении на землю, плантаторы растягивают вокруг деревьев специальные сетки либо кладут мешки, которые призваны смягчать удар плода о землю.
После этого орехи собирают, затем сортируют и тщательно промывают, чтобы убрать всех насекомых, ведь они способны испортить плоды колы. Именно в таком виде орехи кола переправляются в самые разнообразные страны, на прилавки магазинов и рынки. Такой тщательный уход за орехами необходим потому, что стоимость колы очень высокая, их буквально продают поштучно. Такой вид сельского хозяйства приносит стабильный доход владельцам плантаций, которые отпускают орехи на экспорт по цене до 10 центов за один плод. Интересен тот факт, что орехи кола когда-то сами служили валютой в странах Африки. Используют орех в различных фармацевтических формах. В местах культивирования колы как тонизирующие средства используют просто семена, которые жуют в свежем виде. В интернете можно найти магазины, торгующие орехами кола. Средняя цена 1 килограмма 5000 рублей. В килограмме около 200 орехов, этого хватит примерно на 3 месяца, по 2 ореха в день. Молоть орехи надо кофемолкой, они очень твердые. Продаются также молотые орехи по цене 750 рублей за 150-граммовую баночку. Обычно 1-2 чайных ложки растворяют водой или молоком, пьют утром. Эффект от действия орехов до 8 часов. Размножение колы, как правило, проводится семенным путем, хотя можно использовать черенкование и прививки. Семена прорастают медленно, всходы появляются только через 7-12 недель. В первые годы растения развиваются медленно. При нормальных условиях через 4 года они достигают высоты только 1,8-3 метра, поэтому колу часто высаживают совместно с другими культурами, какао, кофе и другими. К тому времени, когда деревья колы вырастут, эти культуры уже дадут хороший урожай. В тех случаях, когда закладывают насаждения только из колы, рекомендуют подсаживать специальные деревья-затенители. Орехи кола нашли широкое применение в кулинарии. Их применяют в качестве приправы для различных мясных, рыбных и овощных блюд. Еще порошок семян добавляют в кондитерские изделия. В некоторых странах с колой готовят алкогольные коктейли и повышающие тонус напитки. Благодаря приятной горечи, такие напитки имеют непередаваемый терпкий оттенок. Из-за высокого антиокислительного эффекта орех кола используется в различных косметических продуктах, защищающих кожу и волосы от повреждений. Используется также для повышения либидо и сексуального влечения. Орех содержит 2 основных вещества, которые дают ему необычные свойства, это кофеин и теобрамин. Это природные алкалоиды, которые оказывают стимулирующее воздействие на человеческий организм, активизируют работу сердца, тонизируют нервную систему, расширяют бронхи и сосуды. Количество этих веществ в 100 граммах ореха внушительное – 3,5% кофеина и 2% теобрамина. Это в 10 раз больше, чем в чашке растворимого кофе. Орех кола обладает рядом полезных свойств. Если его включить в свою диету, то он поможет снизить массу тела. Кофеин действует как супрессивное средство, уменьшающее аппетит и способствующее метаболизму. Экстракты, извлекаемые из него, повышают скорость метаболических процессов, учащают сердечный ритм. Однако этот эффект достигается при низкой концентрации и малых дозах. Орех кола содержит определенные нестероидные составы, фитоандрогены и фитоэстрогены, которые уменьшают риск развития рака простаты. Эти составы приводят к смерти клеток, зараженных раком. Умеренное употребление ореха улучшает пищеварительный процесс, увеличивая производство желудочного сока. Благодаря этим свойствам его используют для лечения дизентерии и диареи. Кофеин, таким образом, улучшает самочувствие, помогает собраться с мыслями, улучшает концентрацию и внимание. Особенную популярность кола завоевала среди мусульман, которые не употребляют алкоголь. Этот прекрасный стимулятор используется даже пожилыми людьми, которые стараются побороть быструю утомляемость, связанную с возрастом. Так, жители Африки, жуя лишь одно зернышко колы, могут пройти 80 километров в день под палящим солнцем. Они уверены, что этот живительный орех может утолить жажду, заменить им мясо, очистить воду, повысить потенцию, провести детоксикацию после неумеренного употребления алкоголя. Несмотря на все полезные свойства, орех кола имеет и ряд противопоказаний. Как и все продукты с кофеином в составе, он постепенно вызывает привыкание, сила и стойкость зависят от конкретного организма. Таким образом, орех кола – уникальное творение природы, которое способно вершить чудеса. При его помощи можно улучшить качество своей жизни, избавиться от депрессии, поднять настроение и вернуть жажду к жизни.
Однако, чтобы не навредить своему здоровью, следует строго придерживаться рекомендациям по количеству употребления продукта в пищу, а также внимательно изучить все противопоказания и побочные эффекты. На этом все. Если вам понравилось это видео, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. До новых встреч!